Друзья, всех с Новым годом! 2019 был отлетевшим. Я падал в самолете, чтобы показать, как работает невесомость. Заглянул в большой адронный коллайдер и фабрику антиматерии. И это показали в сотнях школ России. Выяснил, как преступники выдают себя, почему мамбл-рэперы и панки — это одно и то же. Какие здания делают из человека машину, сколько общих дней с мамой у вас еще осталось, как мы выращиваем собственных убийц и почему люди во всем мире сейчас выглядят одинаково. Пришло время финала. Сейчас вы увидите свое место в истории и узнаете, как связан Иван Великий с Дракулой, а мамонты со строителями пирамид, как увидеть мощь всех существующих цивилизаций за 1 минуту, каким было самое первое событие в истории и какой год наступает сейчас на самом деле. Ну а прежде чем начать урок истории, хочу сказать вот что. А вас почти уже 3 миллиона. 3 миллиона разумных людей, которые лайкают, комментируют, смотрят и ждут мои выпуски. Любовь. Но меня интересуете не вы, а вот эти люди. Кто вы? Почему вы здесь? Что вам от меня надо? Вы думаете, я сам себе не хейтер? О, еще какой. Вот посмотрите. Ну я не могу, я тебе что, на стиральной машине, что ли? Я не буду записывать то, что мне не нравится. 1% бактерий, дающих антибиотики. Да ё-мать, да что ж ты забываешь-то? Мы уже выжили из них всевозможные лекарства. Я тебе что, солдатик Марвел, что ли? Я не буду записывать то, что мне не нравится. Господи, почему камера включается, и ты забываешь сразу все? Ой, что-то какой-то хуйня мне несет вообще. Я не буду записывать то, что мне не нравится. Все. Ирландцы говорят, что любой хейт нужно воспринимать иронично. И я с этим абсолютно согласен. И сейчас я хочу зачитать в этой уютной атмосферке от Джемисон самые острые комментарии к моим выпускам. Как же мерзко даже просто смотреть, не то что жить. Как глубоко. Надеюсь, вся жизнь у тебя еще впереди. Обкурился опять, наркоман. Только так выпуски-то, кстати, и записываю. А иначе даже просто смотреть невозможно, не то что жить. Так мама сказала написать, но все равно ты чмо. Что сказала мама? Не понимаю. Баба ёб. Это правда. Ты случайно не сосед директора РЕН-ТВ? Нет, я сосед Панина, но теперь я к нему не ногой. Ебать! Весь видос ради рекламы Пепси. Охуенно. Нет. Вот здесь вот немножко по-другому. Вся реклама Пепси была ради этого видоса. Большая дурында. Не могу сказать, что у меня большая дурында в штанах. Не, ну она и не маленькая, конечно, но большая дурында тоже. Не у меня, да. Что ты, черт подери, такое несешь? Это, наверное, я про квантовую физику объяснял вам. А ты не гей случайно? Конечно, ребятки. Я-то? Нет, блядь. Хороший выпуск. Молодец. Жалко, что ты гей. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Вроде как бы и похвалил, вроде как бы и дурачок. Странно. На канале абсолютно адекватный, рассудительный и крутой чувак. А здесь дебил. Оказалось, что Ян очень поверхностный и неприятный мужчина. Если вы бы меня знали ближе, вы бы сказали: ой, какой мужчина. Ты что, специально вывел со своими найковскими коробками до потолка? Просто наказал свои коробки Найк и поставил в угол. Сказала: хуйня петушиная. Так ты оденься тогда в Заре, долбёб. Пересядь на Hyundai, и тогда, может быть, петушиная голова, я тебе поверю. А так ты еще хуже, чем попкорн. Ты говно в обертке из-под растишки. Друг, надо было продолжать писать еще больше. Это просто шедевр. Выпуск с большого адронного коллайдера я снимал в костюме из Зары. На Hyundai я недавно был в Сочи, взял себе в аренду Hyundai. Получается, я не попкорн и говно и в обертке из-под растишки, и не петушиная голова уже. Я большая дурында и, пожалуй, самый близкий мне хейтер, который действительно тронул мое сердечко в моем подъезде. Вот что он мне пишет. Из всех комментариев, которые я сегодня зачитал, мне понравился вот этот. Респект. Честно, от души, искренне. И я думаю, что ты заслужил подарок от меня. Да. Вот этот свитер, который на мне, я отправлю тебе. Обязательно в разделе о канале на своем канале напиши свой адрес. Ну а вы тоже не стесняйтесь и оставляйте свои хейтерские комменты, если есть что сказать или наказать меня словом. У вас есть отличный шанс в уходящем году. Я разрешаю. Да. Тем более мне интересно,
прочитать вашу хейтерскую сторону, узнать ее в комментарии, в общем. А мы продолжаем. Возвращаемся к истории. Иов и Ян. Последний Иов Ян в 2019 году. Сегодня я хочу вам показать, как смотреть на историю по-другому. Это будет настоящее визуально-историческое порно. Привет всем учителям истории. На уроках истории нас учат запоминать даты. Но я считаю это бесполезным, потому что, какой смысл знать, когда правил Генрих VIII? Нет никакого смысла. Гораздо важнее видеть процессы и уметь проводить между ними параллели. Например, Ленин жил в одно время с Ван Гогом и Андерсоном и мог создать чат с Достоевским, Ницше и Марком Твеном. А Моцарт мог переписываться с Вашингтоном и Бетховеном одновременно. Как видите, даты здесь ни при чем. Эпохи творят люди, а точнее банды ровесников. Но как увидеть их вместе? Можно загуглить, посчитать, но это геморрой. Гораздо проще посмотреть на этот график. Вот он. На шкале времени отмечаем годы жизни. Вот политики: Путин, Обама и королева Елизавета. Ученые: Стивен Хокинг и Ричард Фейман. Художники: вроде Пикассо, Дали и Клода Моне. Писатели: Роулинг, Хемингуэй, Толстой, Достоевский. Музыканты: Канье Уэст, Фрэнк Синатра, Чайковский, Бетховен. Ну а также различные первооткрыватели, религиозные лидеры, философы и бизнесмены. Заполняем 20 век, 19, 18. И так мы можем опуститься вплоть до 15. Получаем такой вот большой график. Он заменяет сотни биографий и позволяет вам самим видеть течение времени. Ссылку на него я оставлю в описании. Самое время разобраться, что нам говорят все эти линии. Во-первых, что известных людей становится больше. Вот 15 век, вот 21. Это связано с увеличением роста количества информации и разных площадок, где известные люди становятся известными. Ну и вообще с ростом населения планеты. Чем больше людей, тем больше известных людей. А во-вторых, что жизнь несправедлива. Люди, которые родились в одно время, могут умереть рандомно с разницей в 30 лет, хотя они ровесники. Смотрите, Фрэнк Синатра прожил 82 года, а умер вместе с Куртом Кобейном, которому было всего 27. Елизавете II уже 93 года, и она еще жива. А Мерлин Монро, которая родилась с ней в один год, давно умерла в свои 36. Как говорится, нож в печень, никто не вечен. Мы с вами находимся в верхней части графика. Вместе с Обамой, Меркель, Канье Уэстом, Бекхэмом, Стив Джобсом. А нет, он уже умер, да. Да, верхняя часть графика лишь говорит о том, что мы Homo sapiens, которые родились, но еще не умерли. Жестко. В-третьих, этот график нам показывает, кто кому отец, а кто кому дед. Дарвин мог бы приходиться дедом Ленину и даже Сталину. И так можно со всеми личностями. Приглядитесь, и вы увидите, как известные личности рассказывают о своей эпохе. Вот 1500 год. Пока Коперник доказывал, что Земля вращается вокруг Солнца, Микеланджело писал на потолке Сикстинской капеллы знаменитую фреску сотворения Адама. И это за 500 лет до того, как появились мемы с ней. Все остальные черепашки-ниндзя, Леонардо, Донателло и Рафаэль, тоже жили в это же время. Где-то в Европе Мартин Лютер заявил, что его не устраивает католический Иисус, и основал протестантизм. А Макиавелли писал своего «Государя». На другом конце земли Колумб открывал Америку, Кортес воевал с ацтеками, а Магеллан совершил первое кругосветное путешествие. Да, эпоху великих географических открытий сделала банда ровесников. Кортес, Писаро, Колумб, Магеллан жили вот здесь. Благодаря графику мы понимаем, что 15-16 век для европейцев означал добраться до каждого кусочка земли и нарисовать общую карту. Согласитесь, так проще запоминать историю. Самый старый на сегодняшний день человек родился вот здесь. И прожил почти 2 поколения. До сих пор жив. Он застал время ученых и изобретателей. Эйнштейн придумывает теорию относительности, Мария Кюри балуется с радием, а Никола Тесла пытается передать электричество по воздуху. 19 век был веком литературы. И не только в России, но и на Западе. Это вообще было время литературы. Достоевский, Толстой, Чарльз Диккенс и Льюис Кэрролл – все они жили в это время.
А эпохами раньше Бетховен восхвалял Наполеона, как Тимати восхваляет Собянина. Галилей открыл спутники Юпитера, когда Шекспир писал «Бурю», а Иван Великий был ровесником графа Дракулы. И все это я рассказал, глядя на этот график. Это огромная шпаргалка по истории. Берете любую эпоху, абсолютно любую, проводите линию, давайте начнем сначала. Проводите линию и видите людей, которые влияли на это время. И видите время, которое позволяло людям делать что-то, да, с этим миром. Например, это эпоха первооткрывателей. Вот они, голубые. Ну, действительно, голубые. Вот эпоха ученых. Они зеленые. А вот эпоха писателей. Они красные. А здесь живем мы с вами. В эпохе, в которой все замешалось. Окей, а с личностями понятно. Но что для вас целый век? 20 век, 15 век, 1 век. В школе история — это вертикальная линия. События происходят по очереди. Одно за другим. В 988 году произошло крещение Руси. Потом закончилась монгольская ига, а в 1703 появился Санкт-Петербург. Затем отменили крепостное право. А ровно через 100 лет мы запустили первого человека в космос. Но как быть с тем, что остальной мир тоже не стоял на месте? Например, Британская империя за 1000 лет завоевала полпланеты, а в Китае сменялись династии, пока китайцы не пришли к коммунизму. У нас есть график, который показывает всю эту историю визуально. Это сложнейшая работа историков. Готовы увидеть все, что происходило за 4000 лет, на одном слайде? Вот он. Похож на схему геологических слоев Земли. Но этот рисунок способен заменить вам целый учебник истории. Серьезно. Сейчас объясню. Каждая область, вот цвет, это отдельная цивилизация, а их ширина — это сила и влияние в определенный отрезок времени. Начнем сначала. 2000 лет до нашей эры главной силой был Древний Египет. Его конкурентами были критомикинцы, хетты, амореи и иранцы. В это время в Азии жили своей жизнью Индия, гунны и Китай. Баланс сил сохранялся 600 лет, пока не появились греки, финикийцы, евреи и ассирийцы, которые впитали культуру Вавилона, перевооружили армию современным стальным оружием и стали Первой мировой империей. Так продолжалось 500 лет, пока греки не стали набирать силу и не появился Александр Македонский. Но смотрите, что делают римляне. Строят империю, которая была сильнее и влиятельнее, чем все остальные цивилизации вместе взятые. И смотрите, как долго она просуществовала. Сам Рим был первым городом-миллионником, и это 2000 лет назад. Здесь же родился Иисус, и началось христианство. Через 300 лет Римская империя развалилась. В Европе появились варвары, а монголы захватили половину континента. Настолько они были сильны. Но скоро родится пророк Мухаммед, и арабские страны за счет веры начнут набирать силу. А вот средние века. Выделить тут кого-то одного сложно. Это просто лоскутное одеяло из разных стран. А вот монголы опять завоевали полконтинента. Ненасытные ребята. Наконец наступает новое время. Расцвет европейских государств. Франции, Испании, Португалии, Голландии и других. Они развились за счет культуры, науки и географических открытий. Здесь и начинается современный образ жизни. Но посмотрите, насколько влиятельна была тогда Британская империя. Полмира были их колониями. Но через 50 лет появляется новый игрок – США, который резко набирает мощь. Не удивляйтесь, почему мы все сейчас говорим по-английски. А что с Россией? Как цивилизация она появляется в 800 году, правда всего на 500 лет, а затем теряется среди мощи других государств. Затем появляется вновь, но по-настоящему мощной империей становится только при Петре Первом и остается сильной европейской державой до конца графика. Ну а дальше авторы графика не пошли, потому что он был сделан в 1931 году, как раз он здесь и заканчивается. Дальше была Вторая мировая война и распад всех этих колониальных империй, потому что появилось ядерное оружие. Раньше как было? Англичане приходят к индусам и говорят: все, теперь мы ваша администрация. А с появлением ядерного оружия такое уже не сделаешь, не провернешь, потому что на тебя скинут ядерное оружие, а ты в ответ тоже. Тогда какой смысл? Поэтому ядерное оружие стало силами сдерживания. И колониальные империи, вот эти вот все, превратились в государства с конкретными границами. Вот так и выглядит 4000 лет
нашей истории. Ух, как много. Круто, да? 4000 лет, а за 2 минуты. А сейчас давайте секундочку отдохнем. Посмотрим на елку позади меня. Это значит, что наступает 2020 год. 2020. А? Что это значит? Это значит, что 2020 лет назад родился Иисус. Но в Таиланде считают по-другому. У них сейчас 2563 год. Это значит, что Гаутама Будда ушел в нирвану ровно столько лет назад. Какое отношение эти календари имеют к нам? Никакого, абсолютно. Это не идеальные календари. Идеальный календарь отражал бы весь ход истории человечества. Каким он должен быть? Давайте посмотрим на время в обратной перемотке. Вот 21 век. Здесь появилась Википедия, YouTube, пропала анонимность и приватность, а большое мусорное пятно стало размером с 3 Франции. Я родился в конце 20 века. В этом веке человечество изобрело самый эффективный способ уничтожать себя, но также запустило человека в космос, даже посадило его на Луну. За последние 500 лет произошла техническая революция. Мы изобрели микроскоп, увидели, что внутри нас живут бактерии, начали шить одежду для всего мира и строить паровозы, стали передавать сообщения через океан и поняли, что сами произошли от обезьян. 2000 лет назад мир отпраздновал первый день рождения по таймлайну, которой мы пользуемся сегодня. Нам кажется, что мир начался отсюда. Все, что было до, для нас звучит как до нашей эры. Что это за время такое? А? Это для нас кажется каким-то вообще нереальным, совершенно прошлым. Или время древних людей, которые кидались камнями, но это не так. Это время вполне цивилизованных обществ. Смотрите, какие бюсты они делали. Точная копия человека. Для римлян нулевой год до нашей эры уже был старым. Они видели пирамиды Хеопса и другие руины. Для римлян пирамиды Хеопса были старше, чем для нас римляне. Понимаете? Когда египтяне строили пирамиды, на севере Земли еще ходили мамонты. Мамонты во время египетских пирамид. Никакой учитель истории вам этого не расскажет. Мы представляем себе, вот я представляю себе, что мамонты это люди, древние люди, там копья кидают и прочее, что это супер древнее время, когда даже языка не было. Нет, мамонты жили во время цивилизованных обществ того времени, которые строили вот такие вот штуки. В этом и есть фишка параллельной истории. Но что было до этого? До мамонтов, до пирамид? До этого история тоже существовало. Что если узнать, какое было самое первое событие в истории человечества? Год, который, можно сказать, считается для нас нулевым. Год, в который мы перестали быть частью природы, а стали строить свой мир, человеческий. Об этом нам расскажут камни. Итак, когда закончился последний ледниковый период, охотники и собиратели пришли на территорию Турции. Там они построили вот этот храм – Гебекли-Тепе. Он состоит из 6-метровых колонн весом с танк. На них изображены птицы, лисы, коровы, леопарды и куча других животных. Как они это сделали? Мы не знаем. По сложности для каменного века это как запустить человека в космос. Это гораздо сложнее Стоунхенджа и на 7000 лет старше. Да, каменные плиты Стоунхенджа вдвое ближе к нам по времени, чем Гебекли-Тепе. Вы вдумайтесь, пока весь мир охотится на зверей, нет письменного языка, нет алфавита. Кучка людей собирается вместе, чтобы выразить свои мысли в искусстве, в чем-то вечном, построив колоссальный объект того времени. Скорее всего, чтобы заслужить любовь богов. Это и было первое историческое событие во всей истории. Событие, с которого начинается эпоха культурного человека. Человека, который собирается в общество для того, чтобы сделать что-то вместе. Эта эпоха называется Голоцен. Гебекли-Тепе построили 12 тысяч лет назад. Если мы прибавим к нашему календарю 10 тысяч лет, то получим настоящий календарь человеческой эры. Но согласитесь же, удобно. Не нужно пересчитывать даты, а главное разделять их до нашей эры и после. Постройка первого храма — это и есть нулевой год.
Первый большой город, Иерихон, мы основали в 1000 году. В 3000 начали делать глиняные горшки, а в 4000 овладели металлом, в 5000 изобрели колесо, а в 8000 первую настоящую письменность. В 10000 году началась римская глобализация. И вот здесь и начинается наш отчет времени. Сегодня мы можем жонглировать кварками, увидеть эхо большого взрыва. Мы при желании даже можем уничтожить планету. Мы сильные, а значит, должны стать мудрее. Как человечество, мы уже взрослые. И сегодня мы празднуем не 2020 год, а наш родной, новый 12020 год. Это был великолепный год. Как вы видите, команда стала больше, людей стало больше. С этим выросло и качество видео на этом канале. Я вам пожелаю, чтобы у вас, как и у нас на этом канале, каждый год становился только лучше. И в качестве, да и во всем. Спасибо этим людям. В следующий год мы врываемся еще с большими планами. Ждите нас в январе. Буквально, может быть, с 20-х чисел мы начнем работать. Но пока нам нужно отдохнуть. Так что отдохните вместе с нами. До следующего года. Спасибо, что были с нами. Спасибо вам, всем, друзья. И как обычно, прокачивай мозги. С Новым годом!